Когда Финляндия решила закрыть границу с Россией в 2023 году, ей казалось, что это разумный шаг. Но ей казалось. В результате получила буквально полупустые города в приграничье, обрушившийся бизнес и рост цен. Да, так бывает, когда сам себе отрезаешь руку и потом удивляешься, почему так больно. Впрочем, кризис слабоумия у европейского правящего класса, о котором говорил еще наш президент... Ответ такой: мозгов вам не хватает. Так вот, этот кризис лично меня уже не удивляет, принимаю его как данность. Но всегда любопытно с чисто познавательной точки зрения препарировать этот интересный феномен, выявляя все более новые и замысловатые симптомы этой столь характерной болезни для современного Запада. История Финляндии в данном случае – это очень показательный пример того, как политические решения отдельных альтернативно одаренных людей могут обернуться экономическим бумерангом, возвращающимся с разрушительной силой. Некогда процветающая страна с тысячами российских туристов, наводняющих ее города и курорты, теперь переживает, прямо скажем, не лучшие времена. Кстати, касательно процветающей страны, я уже рассказывал в одном из предыдущих видео о том, что делал аналитику по так называемому Всемирному докладу о счастье. Кому интересно, что это такое, ссылка на их официальный сайт сейчас появится на экране и в описании к ролику. Так вот, Финляндия по их методологии периодически выходила на первое место в мире по индексу счастья. Я думаю, многие что-то подобное слышали. Каково же было мое удивление, когда при подготовке этого ролика я снова зашел на их сайт и увидел, что на 2024 год Финляндия снова на первом месте. А теперь немножко о том, что же вообще измеряет этот загадочный всемирный доклад о счастье. И вот тут становится особенно интересно, потому что если копнуть глубже, выясняется, что счастье там считается по весьма специфическим критериям. Да, я когда-то знакомился с этой методологией и могу вам сказать, что все довольно прозаично. Учитывают ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, свободу в выборе жизненного пути, восприятие коррупции и доверие к правительству. Да, именно так. Если ты доверяешь властям, ты автоматически считаешься счастливым человеком. Возможно, я с этим не спорю. Но вот такие, казалось бы, жизненно важные факторы, как климат, психологическое состояние населения, чувство одиночества или эмоционального выгорания туда не входят. И да, даже количество солнечных дней в году – один из главных факторов, влияющих на настроение и душевное состояние людей, в расчете не учитывается вообще. А вот в моей аналитике он, кстати, учитывался. Так что не удивляйтесь парадоксу. Самая счастливая страна в мире – это та, где длинные темные зимы и высокий уровень депрессии. Просто потому, что у них там высокий ВВП на душу населения и хорошая статистика доверия к правительству, которую формируют на основании опросов. Странная методология, вот вам и странный результат. И еще одна любопытная деталь. Финляндию уже не первый год называют самой счастливой страной в мире. Так гласит Всемирный доклад о счастье. Только вот есть одно «но». По уровню самоубийств Финляндия стабильно входит в топ-30 стран с самыми высокими показателями в мире. В среднем 13,4 случая на 100 тысяч человек. Это выше и среднемирового, и даже среднеевропейского уровня. Секрета в этом нет. Вся информация в открытой базе Всемирного банка. Так что получается, счастье есть, а жить все равно не хочется? Парадокс? Возможно. А может просто реальность, которую не замаскируешь ни рейтингами, ни красивыми лозунгами? Потому что когда экономика рушится, бизнес умирает, границы закрыты, а социальная стабильность трещит по швам, никакой индекс счастья не спасет от внутренней пустоты и страшной угрозы с Востока, которую рисует богатое воображение политиков, не отвечающих по сути ни за что. Особенно если ты живешь в стране, которая сама себе устроила блокаду и теперь пожинает плоды этих разумных решений. Давайте для начала взглянем на туристический сектор Финляндии. Приграничные торговые центры и магазины, годами рассчитывавшие на российского покупателя, сегодня напоминают декорации к фильмам-антиутопиям о заброшенных городах. В Лаппенранте, Иматре и других приграничных городах, где русская речь раньше звучала чаще финской, теперь, как говорится, лишь гулкое эхо пустых торговых залов. До 2022 года российские туристы приносили Финляндии около миллиарда евро ежегодно. Только представьте, миллиард.
Да, мы уже привыкли к таким суммам в новостях, что есть, то есть. Но важно понимать, для Финляндии миллиард – это не просто строчка в статистике. Это довольно приличная сумма. Если хотите, финансовая артерия, которая питала десятки малых городков, сотни отелей, магазинов, кафе, спа-центров и даже заправок. Ведь Финляндия – это не Франция, не Германия и даже не Италия. Это, по сути, страна-пригород, страна-деревня с хорошим асфальтом и соснами по обочинам. Маленький, тихий северный уголок Европы. Чтобы вы понимали масштаб, весь ВВП Финляндии составляет около 300 миллиардов евро. То есть российские туристы давали ей больше 0,3% от всей экономики, просто приезжая на выходные, закупиться, сходить в сауну и купить молока. Что, цифра не впечатляет? Соглашусь, но это если смотреть в целом. А вот для приграничных регионов эта доля доходила до 10, а то и 15% местной экономики. Чувствуете разницу? Так что, когда этот поток резко исчез, финский бизнес ощутил это как удар током. Тысячи рабочих мест, падение оборотов, волна закрытий. А потом еще и удивляются, почему экономика тормозит, а провинциальные города пустеют. Что мы имеем? Десятки отелей на востоке Финляндии закрылись навсегда. Сотни ресторанов, магазинов и туристических фирм обанкротились. В феврале 2023 года власти финского города Лапенранта официально признали катастрофу. Посещаемость торговых центров упала на 80%. Особенно показательная история торгового комплекса с говорящим названием «Царь», расположенного недалеко от Лапенранты. Открытый в ноябре 2018 года с большими надеждами, этот аутлет-центр был специально построен в приграничной зоне с расчетом на постоянный приток российских туристов. В проект было инвестировано свыше 40 миллионов евро. Этакий шоппинг-рай с роскошной архитектурой и представительствами мировых брендов. Все для покупателей из России. Собственно, до 2022 года более 70% всех клиентов центра составляли именно российские туристы. Закрытие границы обрушило бизнес-модель торгового комплекса практически в одночасье. Уже в марте 2023 года руководство объявило о начале процедуры банкротства. К лету того же года большинство магазинов закрылись, а некогда оживленные торговые площади опустели. Попытки переориентироваться на местных покупателей не увенчались успехом. Финны традиционно предпочитают делать покупки в городских центрах, а не ездить в отдаленные аутлеты. К началу 2024 года Царь буквально превратился в город-призрак, такой себе символ экономического краха финских приграничных территорий. Местные власти и инвесторы оказались в тупиковой ситуации. Содержание пустующего комплекса требует значительных расходов, а продать его в нынешних условиях просто нереально. По оценкам экспертов, только прямые убытки от закрытия проекта превысили 30 миллионов евро, не считая потерянных рабочих мест и налоговых поступлений. А теперь представьте себя на месте тех бизнесменов, что вложились в этот проект. Перед вами дилемма. Вкладывать значительные деньги в отопление огромных помещений, чтобы они не покрылись плесенью, и ждать, пока политики не поумнеют и не отыграют обратно. Или махнуть рукой и оставить все на разграбление вандалам. В общем, такой себе выбор. И таких примеров море. Торговый центр Рая Маркет в Иматре, некогда один из крупнейших приграничных торговых комплексов, сократил площади на 60% и уволил большую часть персонала. Этот гигант розничной торговли, который десятилетиями ориентировался на российских покупателей, потерял около 85% своего оборота. Гостиничная сеть Holiday Club в Восточной Финляндии закрыла 3 крупных курортных комплекса, включая знаменитый спа-курорт Сайма, где заполняемость упала с 90% до критических 15%. Инвестиции в размере более 50 миллионов евро в модернизацию этих объектов фактически оказались потерянными. Туристический кластер в регионе Северная Карелия, включающий десятки отелей, ресторанов и развлекательных объектов, потерял до 70% годового оборота. Особенно пострадали инвестиционные проекты последних лет, которые рассчитывали на растущий поток туристов из России. В общем, этот список можно продолжать еще долго. Однако не только туристический сектор ощутил на себе последствия недальновидных решений политиков. Пока опустевшие отели и торговые центры стали печальным символом приграничных городов, в портах и на железнодорожных станциях Финляндии стало тоже как-то не очень весело. До 2022 года Финляндия играла роль идеального транзитного моста между Европой и Россией. Около 30% всех грузов, следовавших из ЕС в Россию, проходили через финскую территорию. И не просто проходили, они приносили в финскую казну примерно 1,5 миллиарда евро ежегодно.
Порт Котка обрабатывал до 15 миллионов тонн российских грузов в год, а сейчас сотрудники порта могли бы устраивать там пикники, настолько он опустел. По данным финской таможни, в 2023 году объем транзитных перевозок сократился на впечатляющие 94%. Знаете, что самое прекрасное в этой ситуации? Эти грузы никуда не делись, они просто нашли новые маршруты. Через Турцию, например, и даже, вы не поверите, Прибалтику. Да, несмотря на политические дрязги, все-таки некоторая часть российских грузов идет через прибалтийские порты. С изменением документации через третьи страны, но идет. Финляндия же осталась с модернизированными портами, отличными дорогами и тишиной. С железнодорожным транзитом, как вы понимаете, ситуация обстоит не лучше. Компания VR Group инвестировала более 200 миллионов евро в развитие восточного направления финских железных дорог. Специальные вагоны, адаптированные локомотивы, обученный персонал – все для обслуживания российского транзита. В 2021 году по маршруту Финляндия-Россия курсировало до 40 товарных составов ежедневно. Сейчас же можно наблюдать удивительное зрелище – пустые железнодорожные пути, по которым изредка проезжает одинокий состав, будто призрак былого экономического процветания. А где же наш транзит, спрашивает финская экономика. Представьте себе ресторан, который годами кормил одного и того же клиента, построил специально для него VIP-зал, нанял отдельного повара, а потом клиент просто перестал приходить. Примерно так себя сейчас чувствует транзитный сектор Финляндии. Мы в Прибалтике уже это проходили, так что история-то знакомая. Экономисты называют это эффектом фантомной конечности, когда отрасль отсечена, но боль от нее продолжает ощущаться. Финская экономика потеряла не просто транзитные доходы, но и 3,2 миллиарда евро сопутствующих услуг, страхование, банковские операции и юридическое сопровождение, 800 миллионов евро налоговых поступлений, 400 миллионов евро от гостиничного и ресторанного бизнеса для транзитных экипажей. Знаете, в чем особый шарм всей этой ситуации? Инфраструктура-то осталась. Современные терминалы, складские комплексы, сортировочные станции. Они стоят как памятники эпохи транзитного благополучия. Их даже нельзя перепрофилировать, слишком специфическое оборудование. Печально. Финляндия, конечно, не сдается. Активно ищет новые рынки, пытается переориентировать транзитные потоки. В общем, ребята стараются, но это, как бы вам сказать, задача заведомо невыполнимая. И вот пока политики рассуждают о принципах и ценностях, обычные финны подсчитывают потери. По оценкам Центра экономических исследований Финляндии, транзитный коллапс уже обошелся стране в 6 миллиардов евро. И счетчик продолжает тикать, что порой оборачивается настоящими трагедиями. Транспортные компании, осуществлявшие грузоперевозки между Финляндией и Россией, массово закрываются. Множество малых предприятий, владевших автопарками из 10-20 грузовиков, распродают технику за треть стоимости. Многие владельцы таких компаний оказались в тяжелейшей финансовой ситуации с долгами в сотни тысяч евро. Ирония всей истории в том, что грузы, ранее шедшие через Финляндию, все равно идут. Просто теперь они идут в обход страны, как река огибает внезапно возникшее на ее пути препятствие. А финнам только и остается, что наблюдать, как соседние страны подбирают транзитные потоки, которые еще недавно были их хлебом насущным. Когда говорят об экономических потерях Финляндии, часто упоминают крупные компании и масштабные проекты. Однако настоящая драма разворачивается в секторе малого бизнеса, где тысячи предпринимателей оказались в буквальном смысле на грани выживания. За сухими экономическими сводками скрываются человеческие трагедии, наглядно демонстрирующие масштаб катастрофы для обычных финских предпринимателей. По всей Восточной Финляндии закрываются семейные магазины сувениров, работавшие десятилетиями. Владельцы этих магазинов, часто люди предпенсионного возраста, вложили все свои сбережения в развитие бизнеса незадолго до кризиса. Многие взяли кредиты на расширение, заложив собственные дома под залог. Теперь эти люди не только теряют бизнес, который строили поколениями, но и остаются без жилья с огромными долгами. Бывшие владельцы магазинов вынуждены устраиваться на низкооплачиваемую работу – охранниками, уборщиками, разнорабочими, чтобы хоть как-то выплачивать кредиты. Тревогу также бьют таксисты приграничных городов.
В Лаппенранте, по данным местной ассоциации, разорились более 80% индивидуальных предпринимателей, специализировавшихся на обслуживании российских туристов. Десятки водителей, приобретших в кредит дорогие автомобили и минивэны для комфортной перевозки иностранных гостей, сейчас теряют технику из-за невозможности выплачивать кредиты. Многие вынуждены продавать личное имущество, чтобы избежать полного банкротства. Практически полностью исчез сектор языковых школ и переводческих бюро, ориентированных на русско-финское сотрудничество. В Восточной Финляндии закрылось большинство языковых центров, специализировавшихся на обучении русскому языку и предоставлении переводческих услуг для бизнеса. Еще недавно такие школы работали в 3 смены с листами ожидания из корпоративных клиентов. Теперь же опытные преподаватели и переводчики вынуждены переквалифицироваться или покидать регион в поисках работы. Горькая ирония заключается в том, что некоторые из них теперь обучают финскому языку украинских беженцев. Туристические фирмы, специализировавшиеся на премиальных услугах для российских клиентов, полностью потеряли свой рынок. Особенно пострадали компании, организовывавшие охотничьи и рыболовные туры, а также экологический туризм. Десятки предпринимателей инвестировали сотни тысяч евро в строительство гостевых домиков, приобретение техники и специализированного оборудования. Сейчас вся эта инфраструктура стоит без дела, а оборудование распродается за бесценок. Тысячи специалистов, гиды, инструкторы, повара, администраторы остались без работы. Целые поселки, экономика которых строилась вокруг обслуживания туристов, переживают глубокий кризис. Даже традиционное ремесленное производство, которым так гордилась Финляндия, ориентированное главным образом на туристический рынок, практически прекратило существование в приграничных регионах. Семейные мастерские, изготавливавшие сувениры из дерева, керамики, текстиля, закрываются после десятилетий успешной работы. В городах Савонли, Найонесу, Иматра закрылись десятки таких производств, а их сотрудники остались без средств к существованию. Интересно, что все эти процессы привели к внутренней миграции из восточных регионов страны. Причина проста – там просто не стало работы. Согласно данным Ассоциации предпринимателей Восточной Финляндии, количество заявлений о личном банкротстве увеличилось более чем в 3 раза по сравнению с докризисным периодом. Особенно тяжелая ситуация сложилась в возрастной группе предпринимателей старше 55 лет, которые потеряли не только бизнес, но и пенсионные накопления, вложенные в развитие предприятий. Социальные службы Финляндии фиксируют резкий рост обращений за психологической помощью и материальной поддержкой от бывших предпринимателей. Для целого поколения финских бизнесменов, строивших свое дело в расчете на сотрудничество с Россией, нынешний кризис означает потерю не только источника дохода, но и дела всей жизни. При этом возрастные ограничения и узкая специализация не позволяют большинству из них начать бизнес заново. Дополнительным ударом по населению стал стремительный рост цен. За последние годы стоимость базовых товаров и услуг Финляндии увеличилась настолько, что это ощутимо бьет по карману даже среднему классу, не говоря уже о пенсионерах и малообеспеченных. Электроэнергия в некоторых регионах подорожала в 1,5-2 раза, особенно в зимние месяцы, когда спрос на отопление возрастает. Счета за коммунальные услуги выросли на 30-40%, а аренда жилья в городах бьет исторические рекорды. Но наиболее болезненно это ощущается при походе в магазин. Цена обычной пачки сливочного масла выросла с 2,5 до 4 евро. Литр молока теперь стоит 1,6 евро. А мясо стало почти роскошью. Килограмм говядины обойдется в 20-25 евро. Многие финны начали массово отказываться от привычных продуктов. Вместо этого выискивают товары со скидкой и обращаются за помощью к благотворительным организациям. Один из самых показательных примеров, что мне удалось найти, это история одной семьи из Иматры. До недавнего времени они держали небольшой магазин бытовой техники, ориентированный в том числе на российских клиентов. После потери основного потока покупателей бизнес закрылся. Отец семьи устроился на склад, мать – на подработке в кафе. «Мы никогда раньше не просили помощи у государства», – говорит женщина. «А теперь стоим в очереди за продуктовым пакетом. Стыдно, но выбора нет». Подобные истории становятся нормой. Социальные службы фиксируют рост обращений в продовольственные банки, а благотворительные организации говорят об увеличении числа людей, нуждающихся в базовых продуктах. Финляндия, которую все еще недавно считали эталоном стабильности и благополучия, все чаще сталкивается с картинами, более привычными для стран Балтии. В общем, цены растут, бизнесы исчезают, экономика буксует. А все почему? Потому что кто-то решил, что политика важнее логики. Только теперь платить за это приходится обычным людям. И они платят.
А теперь подведем некоторый итог этой экономической пьесы, которая разворачивается прямо на наших глазах. Финляндия, решившая разорвать экономические связи с Россией, это та самая уже привычная нам история, когда политические решения полностью противоречат экономической логике и здравому смыслу. В учебниках по экономике подобные ситуации обычно приводятся как примеры того, чего категорически не следует делать. Однако современный европейский правящий класс – это особая форма жизни, не подвластная здравой логике, поэтому не будем удивляться. Разрушение десятилетиями выстраиваемых торговых связей привело к предсказуемому результату. Экономика Финляндии испытывает серьезные трудности по всем фронтам. Парадокс ситуации в том, что, стремясь нанести экономический урон соседу, Финляндия нанесла значительно больший урон самой себе. Цифры говорят сами за себя. Резкий рост цен на энергоносители, продукты первой необходимости, транспорт. И все это на фоне сокращающегося бизнеса и растущей безработицы. Экономисты уже подсчитывают долгосрочные потери. По предварительным оценкам, восстановление финской экономики до предкризисного уровня займет не менее 5-7 лет. И это при условии пересмотра текущего экономического курса. А будут ли его пересматривать? Вот и у меня нет такой уверенности. Даже несмотря на то, что потеря российского рынка для финской экономики оказалась гораздо более болезненной, чем изначально предполагали инициаторы всей этой сомнительной истории с закрытием границ. Знаете что? Есть у меня такое ощущение, что Финляндия хочет повторить успех Прибалтики, а то и еще одной всем известной страны, но, боже упаси, как говорится. Истории похожие. Оба региона тесно завязаны на экономическое и культурное взаимодействие с Россией, и сценарий политических решений в обоих случаях почти ничем не отличается. Это я все-таки про Прибалтику. И если это так, то у меня для финнов плохие новости. Особенно печально, что последствия разрыва экономических связей с Россией ощущают на себе обычные граждане, пенсионеры, семьи с детьми и малый бизнес. Именно они, а не политическая элита, платят реальную цену за чьи-то геополитические амбиции, и цена эта порой бывает очень высокой. Будущее поколение финнов этот период, вероятно, будут изучать как классический пример того, как не следует принимать стратегические решения. А вот что движет современной финской элитой, вопрос почти такой же загадочный, как и тайна исчезновения мамонтов, только с меньшим количеством научных версий. Если все-таки попытаться докопаться до сути этих решений, то, чувствую, мне придется снимать еще один ролик. Хотя, думаю, не ошибусь, если скажу, что в истории этой не обошлось без старых исторических обид, которые удивительным образом вдруг возводятся в ранг государственной политики в разных странах. А еще можно поговорить об уровне суверенитета Финляндии, входящей в Европейский Союз и прочие международные организации. Не далее, как в апреле 2023 года, страна официально вступила в НАТО, совершив исторический разворот от политики нейтралитета. Представьте, десятилетиями сидеть между двумя геополитическими гигантами, как на шпагате, чувствовать себя при этом замечательно, а потом сделать сальто в сторону Запада. Причем так решительно. Теперь Финляндия – обладательница самой длинной сухопутной границы НАТО с Россией. Интересный ход. Только в чьих интересах он сделан? Впрочем, история знает, как иногда заканчиваются такие партии. Особенно, когда чьи-то союзники начинают подталкивать к конфликту, в котором сами сражаться не хотят, потому что не дураки. Вопрос лишь в том, осознают ли это сами финны, или поймут только тогда, когда будет уже слишком поздно.